Смотрите, какой красивый рынок. Просто есть новые монетки, которые залистились. Есть монеты, которые просто безоткатно растут. Чувствую, будет много ситуаций интересных, на которых получится позаключать очень красивые сделочки. Начинаем сегодня с баланса в $1100. У нас начинается с этой торговой сессии новая неделя. И в конце прошлой недели я вывел свой профит. За прошлую неделю я заработал $135. И получается $67,5 я вывел. Эту неделю начинаю уже там с учетом, точнее просто вывел. И начинаем с баланса $1100. Перерасчет рисков я сделаю. И риск у меня на одну сделку составляет 1,5% от этой суммы. Риск на всю торговую сессию 5%. Открыл первую сделку, но, кстати, похоже, она очень волатильная. Нужно сейчас пересмотреть. Да, она очень сильно летает, я в моменте этого не заметил. И, наверное, нужно было заходить чуть-чуть на меньше, скажем так, объем, чтобы стоп-лосс был подальше. Заходил я здесь, потому что монета находилась в стадии роста и постепенно начала замедляться, нету каких-то особо повышений минимумов, и вполне возможно, что сейчас она полетит на низ. Плюс у трейдеров сейчас есть возможность ставить короткие стоп-лоссы за ближайшие вот какие-то максимумы и пытаться потенциально ловить импульсное движение вниз. Поэтому я открывал здесь лонговую сделку, но возможно меня сейчас каким-то импульсом все-таки закроет. Потому что я не проверял, сколько монетка ходит за 1 минуту, а тут одноминутная свеча почти 2% движения. Поэтому в теории нужно было заходить на чуть-чуть поменьше объем, но в любом случае сделка уже открыта и посмотрим, как она закроется. Подходит у нас все-таки к стоп-лоссу и сделка закрылась в убыток. Решил я здесь перезайти, но уже чувствую, что это была ошибка. Объем я взял точно такой же большой, и просто мне показалось, что все-таки здесь должны открывать позиции много шортистов. Поэтому какой-то импульс там на 2-3% вверх должен случиться, чтобы закрыть всех тех, кто здесь заходит в шорт. Но или же плавное какое-то начаться движение вверх, чтобы просто набрать больше лонгистов. В любом случае, как мне показалось, здесь какое-то движение вверх должно случиться. Но, похоже, меня тут могут также развести и закрыть еще раз по стопу. Да, закрыло меня здесь все-таки по стопу. Открыл третью сделку. Если она закроется, то данная торговая сессия получится довольно-таки быстрой. Тут, к сожалению, также короткий стоп-лосс, потому что монетка только залистилась и очень сильно летает. Мы сейчас видим, что монета подошла к уровню такому небольшому поддержки и понемножечку начинает отрастать, как будто бы давая возможность трейдерам заходить в лонг и потенциально ставить небольшие стоп-лоссы, что и показывая, что мы можем пойти дальше вверх. Открывался я здесь в шорт на одном из таких небольших откатов, и, как мне кажется, мы должны сделать небольшой такой импульс вниз, чтобы забрать всех тех, кто здесь заходил в лонг. Монетка очень волатильная и, к сожалению, нас здесь также закрыло по стопу. Получилась очень короткая торговая сессия. Я ожидал, что прямо здесь будет много интересных сделок, но я не усчитал, как мне показалось, что волатильность очень большая, и поэтому заходил с очень короткими стопами, которые меня сразу же закрыло. Поэтому закрываю данную торговую сессию с балансом 1041. И на этом все.